чтобы свободно смешивать их и сравнивать разные наряды. Я анимировал видимость порта просмотра в контуре, который является значком экрана. Таким образом, я могу изменить кадр на временной шкале и сразу увидеть различные смешанные вариации. Это в конечном итоге вдохновило на окончательный наряд. Окончательный наряд в основном основан на майке летнего наряда, джинсах осеннего наряда и добавленном шелковом шарфе. Решающим фактором того, какой наряд использовать в конце, было, например, то, что подтяжка с заправленной рубашкой слишком сильно скрывала руки и объемы для отличного начинающего анимационного персонажа. Здорово не добавлять слишком много дополнительных элементов, которые только усложняют некоторые анимации. Например, скрещивание рук с этими элементами рубашки, которые просто выглядят очень неуклюжие. Возможно, даже было бы довольно невозможно обойтись без некоторых дополнительных усилий по монтажу, что только усложняет анимацию. Летний наряд тоже просто не совсем соответствовал теме персонажа и ее имени. В итоге я получил что-то легкое, смешав майку с джинсами, но также и наряд, к которому мы могли бы в конце концов добавить дополнительную куртку сверху. И это все равно было бы что-то вроде осенней или поздней летней тематики. Шарф – забавный элемент для анимации, но совершенно не обязательный, и его можно отключить. Если он не нужен для анимации майки, я хотел изменить границы вокруг области воротника. Сам шарф был больше похож на ленту, сначала это была в основном коробочная модель, так как я хотел, чтобы она была относительно простой. Но в конце концов я полностью занялся ее лепкой. Я старался сделать ленту как можно более простой, с основной частью, которая обвивалась вокруг шеи, узлом и двумя частями, которые в конечном итоге можно было бы подстроить и немного развесить, в идеале. Они не должны слишком сильно влиять на силуэт вокруг шеи и не должны вмешиваться в анимацию. Позже для шарфа я продублировал объекты из ленты и использовал их в качестве основы.
Конечно, нужно было внести некоторые изменения, не пришлось снимать, и вместо этого я добавил петлю в шарф, который удерживает его на шее. На данный момент я также создал шарф в изогнутой позе, но в конце концов, как и в случае с волосами, мне нужно было выпрямить его для окончательной подгонки прямо сейчас. Это просто поиск привлекательного стиля. Я немного поэкспериментировал с шарфом, но с чем я определенно боролся больше всего, так это с драпировкой конца изделия. Я хотел сделать его свободным, сложить в себя и драпировать вниз, что было трудно сделать сначала, я попробовал смоделировать его с помощью основы. Но в конце концов я понял, что мне нужно просто вылепить его, чтобы иметь больше контроля над ним в течение длительного времени. Прицел был направлен на Рэндома. Поэтому я поискал еще несколько ссылок, чтобы правильно подобрать драпировку. Действительно важно для этого не позволять себе расстраиваться из-за того, что что-то не получается сделать так, чтобы все выглядело правильно. Просто продолжай экспериментировать. Попробуй что-нибудь другое и со временем улучши свой результат. Вот как ты в конце концов учишься, и каждый проходит через это независимо от твоего уровня опыта. Это все еще случается.
Затем я перешел к другим предметам шарфа и также вылепил их недостатки. На этом этапе уровень детализации был немного высок по сравнению с остальной одеждой. Так что это определенно то, что мне пришлось упростить позже. В конце концов, я также сделал шарф немного менее свободным, так как я не хотел, чтобы все это было просто сфальсифицировано и анимировано. Только драпировка и покой должны немного повиснуть, тогда пришло время еще больше упростить шарф. Я также немного отшлифовал скульптуру, чтобы получить окончательный результат разрешения, на котором будет основана топология Ре. Когда-то я был доволен направлением шарфа. Я вернулся к голове, заполнил все отверстия в геометрии и смешал ее с остальной частью тела, чтобы окончательно смешать их вместе.
Первым предметом, который я поправил, был конский хвост дождя. Это потребовало некоторой тяжелой повторной лепки, и я сделал потерю объема в хвосте более последовательной. Я уже рассказывал о том, как я обычно лепил волосы в предыдущих видео, так что я не буду повторяться так часто. Но что было действительно важно, когда я переделывал конский хвост, так это сделать изгибы очень плавными, а не неровными. Поток форм и форм должен быть чистым и отшлифованным, но не слишком простым и скучным. Общая форма хвоста для голосования должна была быть очень прямой, но это не обязательно относится к комкам, из которых он сделан, так что это то, на что я потратил большую часть времени. Я также внес некоторые незначительные коррективы в остальные волосы. Использование двух вариантов D для захвата змеи или кистей тоже очень помогает. С тех пор, как это включено, тебе больше не нужно непосредственно лепить на объектах. За это можно быть благодарным, слегка отшлифовав силуэт. После этого я продолжаю вносить небольшие изменения в остальные объекты, но в целом это все. Увидимся в следующей главе.